Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Ольга, и я представляю компанию Relacode. Сегодня мы поговорим с вами об очень важной теме– это LinkedIn при работе с иностранным рынком. Хочу напомнить вам, что компания Relacode на рынке уже более 7 лет. Мы занимаемся релокацией команд через открытие компании, а также через получение стартап-виз или рабочих виз в более чем 10 стран мира. Также приглашаю вас подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы публикуем все самые интересные и свежие новости о мире релокации, а также делимся кейсами наших клиентов. Также в Релакоде вы можете получить бесплатную консультацию по вашему проекту. Вы можете написать нам в WhatsApp по номеру телефона, который вы видите на экране. Мы обязательно ответим на ваши вопросы и подскажем, как именно вам лучше всего релоцироваться. Итак, приступим к нашему видео. Что такое LinkedIn? LinkedIn– это социальная сеть, созданная профессионалами для профессионалов. Это не ХХРУ, это не профи.ру, где мы ищем специалистов или где мы ищем работу. Это именно социальная сеть, в которой собраны специалисты со всего мира, в котором специалисты делятся своей экспертностью, своим опытом, своим бэкграундом и так далее. Платформа, где мы можем обмениваться с другими специалистами тем, что мы уже наработали. Конечно, это и платформа для поиска работы, особенно в тех случаях, когда мы хотим релоцироваться. Для многих, кто приезжает во Францию, например, по учебе, это также платформа, на которой мы можем найти стажировки или работу после окончания высшего учебного заведения. Это очень важная платформа для того, чтобы найти работу за рубежом, а также стать более видимым и более интересным специалистом, воспринимаемым за рубежом. Итак, почему же важно иметь профиль в LinkedIn? Я частично ответила уже на этот вопрос. LinkedIn– это действительно платформа, которая за рубежом очень ходовая, и специалисты со всего мира ее используют. Французы особенно делают внимание на самом деле на LinkedIn, и во многих анкетах в инкубаторы мы указываем LinkedIn, у нас об этом интересуются. Все-таки LinkedIn повышает вашу видимость как специалиста, а также видимость вашей компании как молодого стартапа или молодой инновационной идеи. Это важно как на этапе поиска инкубатора, так и на этапе заявки в министерство, ведь именно через LinkedIn мы можем еще раз подтвердить нашу экспертность. Итак, как зайти в LinkedIn? Интересный вопрос, потому что LinkedIn заблокирован в России, если я не ошибаюсь, с 2018 года. И зайти на него сейчас можно только через VPN. Но если вам не очень удобно постоянно пользоваться VPN, то есть вариант, естественно, это плагин в ваш браузер. Я обязательно оставлю ссылочку в описании, можете скачать плагин, установить его и не заморачиваться каждый раз с тем, чтобы включить VPN. На что обратить внимание при заполнении профиля в LinkedIn? Конечно же, при заполнении профиля в LinkedIn вам в первую очередь нужно обратить большое внимание на те секции, которые являются ключевыми. Это шапка профиля, это описание вашего профиля, образование, опыт работы и навыки. Эти секторы являются ключевыми. В них нам нужно расположить ключевые слова, которые упростят поиск. Например, если вы работаете в стартапе B2B, укажите, что это стартап B2B. Если вы работаете в стартапе, который посвящен финтеку, напишите, что это финтек. Используйте везде английский язык, не переходите на русский, так как все-таки сеть заблокирована в России и доступна она всему англоязычному миру. В вашем описании, в вашей шапке профиля укажите, чем вы занимаетесь, укажите ваш опыт в разных сферах. Навыки аналогично вы должны систематизировать с вашим опытом работы. Вы можете подкреплять навык к опыту работы так, чтобы у вас было более систематизированное, систематичное досье. Развитие нетворкинга– это очень важная составляющая LinkedIn, так как в первую очередь LinkedIn– это социальная сеть. А значит, мы можем иметь друзей, или connection, как у нас в LinkedIn они написаны. Мы можем постить то, что нас вдохновляет, интересует, то, чем мы занимаемся на нашей работе, постить посты о нашем стартапе, о нашем проекте, о нашей идее, о том, что
чего мы хотим добиться и многое другое. Вы также можете публиковать экспертные посты, которые будут другие люди репостить, которые будут лайкать, комментировать и так далее. Вы также можете общаться в переписке с людьми, находить таким образом инкубатор или находить таким образом инвестора и так далее. На самом деле вариантов того, как вы можете использовать ваш нетворк в LinkedIn, очень-очень большой. Например, даже учитель иностранного языка через LinkedIn может найти своих студентов. Ваш стартап, например, может найти инвестора и так далее. Как мы используем LinkedIn в нашей работе? Как я уже сказала, иностранцы очень любят LinkedIn, а французы особенно. Поэтому во многих заявках LinkedIn встречается как обязательный пункт при заполнении анкеты. Кроме того, мы добавляем LinkedIn, например, в переписку, в раздел «Подписи». Также добавляем LinkedIn и CV из LinkedIn в некоторые анкеты. И, естественно, когда профиль полный, когда он у нас максимально подробный и содержит максимальное количество информации, это увеличивает вероятность того, что именно благодаря вашему CV на вас обратят внимание. Как получить консультацию в Релакоде? Мы проводим бесплатные консультации, и вы можете написать нам структурированным списком вопросы, которые вас интересуют, либо по номеру телефона, который вы видите на экране, либо в Telegram-канал. Мы обязательно ответим на них, подберем менеджера, который сможет вам помочь разобраться с релокацией, с ведением стартапа или даже с ведением профиля в LinkedIn. Если у вас остались вопросы касательно ведения LinkedIn, касательно нашего сегодняшнего видео, пожалуйста, оставляйте их в комментарии, мы обязательно ответим на них либо в комментариях, либо в следующих роликах. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующих роликах.